Нет лучшего способа самоидентифицироваться, как побыть мудаком и негодяем. Вот надо разрешить себе быть мудаками. Человек же тогда начинает жить, когда он позволяет себе быть полным мудаком. Причем не только в глазах большого социума, окружающих, но и своих собственных. Потому что мы же живем в дисциплинарном обществе. Есть хорошая книга Тейлора, «Секулярная доба» называется. И он, Чарльз Тейлор, он сказал, он показывает, как вот было общество религиозное, да, сколько было нерабочих дней в среднем году в Европе средневековой. До 280. Мироощущение средневекового человека, у нас же есть большая великая история, где говорится, что средневековье это грязь, крысы, чума и так далее, и так далее. Вот там, а мы сейчас хорошо, свободно живем. Ситуация с точностью да наоборот, как обычно выглядит. Они жили празднично, они жили счастливо, была культура карнавала бесконечного. Были карнавалы в Венеции, которые длились непрерывно 9 месяцев в году. Они, проводя по 9 месяцев карнавала, умудрялись с Османской империей и Византийской на равных воевать. И со всеми европейскими конкурентами. А потом, когда ушла религиозная культура с протестантским бунтом, он показывает, как это произошло, начала отодвигаться, секулярная доба начала наступать, эпоха, да? Первое, он говорит, секулярная доба началась, эпоха с запрета карнавалов. Общество стало становиться дисциплинарным. И эта дисциплина, она во всем. То есть она проявляется, об этом много писали, Маркузе писал об этом, сам Фром писал и так далее. Многие указывают на это. Он говорит, в чем проявляется? Что и крестьян, и аристократию начали приучать на уровне жестов. Правильно сиди, правильно ешь, правильно танцуй, правильно говори, чистописание и так далее, и так далее. Закодировали человека на уровне телесных проявлений. Вот с психологией можно поговорить на эту тему, там, да, телесно-ориентированной терапии и так далее. Что все кодируется на уровне телесных проявлений. А Маркузе ввел термин преформирование. Он говорит, что ребенок еще в утробе матери подвергается преформированию. То есть он жестко дисциплинируется этому воздействию через радиоточку, через там все остальное, и через попадание в саму среду с самого начала, которое заставляет его вести как заниматься гипердиагностикой. То есть у нас внутри есть маленький человек, вот мы большие, а внутри живут вот такие люди. Этот человек опутан датчиками, на которых написано детектор лжи, и они одновременно соединены с электростулом. То есть выглядит это так. Прежде чем человек мысли преступления готовится совершить, то есть куда-то пойти за свои границы, что-то сделать, у него насмотрщик есть в виде большого социума, но и он бьет себя током раньше, сам себя осуждает и бьет током раньше, не дает себе подняться, взлететь и шагнуть, раньше, чем успел большой социум заметить, что он что-то там собрался приступить. Как коровы. Вокруг электропастух, и коровы, которые несколько раз ударились, они пасутся всегда в центре, выедают там траву, поэтому все время приходится переставать, потому что они боятся даже подойти на 5 метров к этим самым. Вот так мы живем. Малюсенькие люди, которые боятся всерьез иметь собственное мнение, личную позицию, что-то заявить, как-то самоидентифицироваться, позволить себе поссориться с другими ради своей системы ценностей, да, настоять на ней, отстоять и так далее. И самое главное, что ладно бы мы пытались выходить за это, нас бил бы большой социум, люди осуждали, пальцем показывали. Это происходит еще до того, как все произошло. Вот немцы и японцы – типичный пример двух наций. После Второй мировой войны японцам обрезали самурайство, милитаристский дух, немцам привили вину за Холокост, шире за все преступления, которые они совершили, там, Первую мировую им припоминают и так далее, и так далее. И они сами себя наказывают раньше, чем успели отреагировать соседи. А украинцы в этом смысле – это вообще песня такая, неспетая называется, потому что что? Тоже наказывают? Голодомор, испытание 5-10, вот это все, 400 лет существования в составе империи, где подавлялся, вот, там, идентификация национально разрушалась и так далее. Здесь голодомор сломал очень сильно нас, потому что получается, что люди привыкли есть под одеялом, прятаться, и свое мнение держать под одеялом, не высовываться. Я видел всерьез, как люди спорили. Один крестьянин осуждал другого, там, селянин, да, за то, что тот построил дом на полметра выше, чем у всех в селе. І він на повному серйозі, з гарячими глазами казав, не можна так, ну так не можна, ну що ж ти робиш, ну як це можна більше, ніж людей відбудувати там стелю, да, и так далее. И я смотрю, у него глаза горят, я вижу, что он не притворяется, что это не ирония, что это не игра какая-то там такая между двумя кумовьями и соседями. Он на полном серьезе это говорит. И вот это не высовываться, это является, у нас цензуру человек на себя накладывает раньше, чем успел нажать. А что израильтяне про нас подумают? Вдруг мы плохие. Боже, а что подумают россияне? А вдруг мы плохие? И там 5-10. А вот что соседи подумают? А если я там что-то еще? Я помню, как была огромная дискуссия в интернете, меня всерьез осуждали за то, что я на какой-то передаче позволил себе сломать сахар на каком-то эфире, высыпать в этот, размешать. В стиле, ну ты бы еще борщ поел бы. И я подумал, что в следующий раз надо прийти с тарелкой борща и поесть реально. Или там вот сейчас дискуссия идет, почему я сербаю в прямом эфире. Вот, кстати, надо сербнуть, да? И так далее. Это такое, ну здесь приятно, что...
И так далее. Это о чем свидетельствует? Не так одет, не так посмотрел. И Так так далее, звучит Укрлайф. Да, это нация невротиков. Все люди подвергаются этому на Земле, дисциплинарное общество. Но это дерганые невротики, которые наказывают себя раньше, чем их успели наказать другие люди, даже косым взглядом или мнением. Из этого надо выходить. Это колоссальная проблема, она 500 лет складывалась, но в Украине она проявляется наиболее полной. И вот все, что нам надо научиться, вот, давайте посвятим этому 17-18 год, быть полными, безоговорочными мудаками и не оправдывать никаких ожиданий окружающих. Ни поляков, ни европейцев, ни американцев, ни россиян, ни израильтян, никого. А оправдывать только свои ожидания, ставить свои цели и их достигать. Вот все, что нам нужно. Потому что человек он не может реализовать свою жизненную миссию, свои задачи, если он постоянно оглядывается на мнение окружающих или на их фантомы в своей голове, да, вот на те фигуры, которые он придумал, контролирующие.